Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала. По названию ролика вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о том, как известные криминальные авторитеты тех лет принимали участие в войне с фашистами. Когда наступила Великая Отечественная война, все законники разделились на два лагеря. Одни шли на фронт, вторые избегали этого, чтобы не подчиняться власти и не утратить своей репутации. Критическое положение Советского Союза в борьбе с фашистскими захватчиками вызвало чувство долга у некоторых криминальных авторитетов перед попавшей в беду родиной, и они смогли доказать своей стране, что могут не только заниматься разбоями и грабежами, но и мужественно сражаться с фашистами. Наряду с многочисленными правами и полномочиями, звание вора в законе налагает на человека большую ответственность. Представитель криминальной элиты не может сотрудничать с официальной властью. Он не должен выполнять приказы и поручения сотрудников силовых структур. Несмотря на эти ограничения, некоторые воры в законе храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны и были награждены орденами и медалями за многочисленные подвиги. Что же стало с ними после победы? В своей книге «Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране» доктор исторических наук Юрий Рубцов пишет, что в 1941-45 годах в ряды Красной Армии были призваны более 1 миллиона человек, отбывавших наказание в колониях и исправительно-трудовых лагерях СССР. В специально созданные штрафные батальоны попало только 10% бывших заключенных, остальные воевали в обычных войсковых частях. Идея посылать преступников на верную смерть под шквал вражеского огня далеко не нова. Так поступали почти во всех армиях мира. Но война давала уголовникам и политзаключенным шанс обрести свободу. Ведь с бойцов, отличившихся на фронте, снимались прежние судимости. Но после 9 мая 1945 года наступил мир, и законникам пришлось держать ответ перед криминальным сообществом за то, что они выполняли приказы красных командиров, вопреки установленным правилам. Суки! Так люди, отсидевшие в тылу, пока другие проливали кровь за родину, стали называть воров-фронтовиков. Стерпеть такое отношение орденоносцы Великой Отечественной войны не могли. Началась война между ними и правильными ворами. Она была очень жестокой с обеих сторон. При этом фронтовики пользовались поддержкой властей. Милиция и лагерная администрация считали их благонадежными людьми, вставшими на путь исправления. Тем не менее, в книге «Очерки преступного мира» публицист и писатель Варлам Шаламов высказал мнение, что Великая Отечественная война сделала побывавших на ней воров в законе более жестокими. Убивать людей для них стало намного проще, чем раньше. Легендарный вор в законе Черкас, он же Анатолий Черкасов, родился в 1924 году. С юных лет промышлял кражами, а потом перешел на грабежи. Вскоре попался. К 20-м годам он уже успел отсидеть 5 лет. Мог бы и дальше отбывать наказание, но после Сталинградской битвы понял, что не простит себе бездействия, пока вся страна борется с фашистскими захватчиками. Черкас угодил в штрафбат, где шансы погибнуть были очень велики, ведь бывших заключенных отправляли на самые опасные задания. Но будучи не робкого десятка, вор проявил в борьбе с врагом такую отвагу, что вскоре ему вручили орден славы и перевели в обычную войсковую часть. Там красноармеец Анатолий Черкасов тоже показал себя с самой лучшей стороны. Он окончил войну кавалером 2 орденов славы. За проявленное мужество бойца также наградили 5 медалями. Но в 1946 году прославленный фронтовик попался на краже в родном Ростове. Он разбил табурет об голову оперативника, разговаривавшего с ним неуважительно. Получил срок еще и за это. Не исключено, что Черкас напал на сотрудника милиции умышленно, поскольку начиналась сучья война, и законник хотел поскорее оказаться на нарах, чтобы помочь другим ворам-фронтовикам в борьбе с правильными авторитетами. Сумев сколотить вокруг себя немало сторонников, Черкас переломил ситуацию, по сути решив исход воровской войны в пользу тех, кого называли сучинами. Впрочем, раскол преступного мира СССР заметно уменьшил количество криминальных авторитетов, чему органы власти были только рады. В конце 40-х, начале 50-х годов воровские сходки в Ростове, Одессе и Новочеркасске сняли все претензии к фронтовикам.
Именно Анатолий Черкасов предложил криминальным авторитетам перейти с банальных грабежей и разбоев на занятие менее рискованное и более прибыльное – крышевание спекулянтов и цеховиков, ради чего стоит приплачивать милиционерам за прикрытие. Состоявшаяся в 1970 году в Киеве сходка запомнилась ее участникам фразой Черкаса: «Мусор ссор из избы не вынесет». Воры поддержали предложение о крышевании цеховиков, поэтому Анатолия Черкасова иногда называют отцом рэкета. Когда он умер и где похоронен, точно неизвестно. Одни источники полагают, что легендарный вор в законе ушел из жизни в 1979 году. Другие указывают более позднее время – 1990 или даже 96 год. Но все сходятся в одном – Черкас умер своей смертью. Во время Сучьей войны одним из ярких соратников Черкаса был вор в законе Салавар, он же Василий Пивоваров. До Великой Отечественной войны этот авторитетный человек контролировал всю территорию Одессы, через которую морским путем в нашу страну шли большие партии контрабандных товаров. Перед лицом немецко-фашистской угрозы Салавар также на время оставил свои воровские принципы. Воевал в штрафбате, а победу встретил в звании капитана на должности командира роты разведчиков. Впрочем, положительного мнения о Салаваре придерживались далеко не все. Так, российский золотопромышленник Вадим Туманов в своей автобиографической книге «Все потерять и вновь начать с мечты» поделился своими воспоминаниями о пребывании на Колыме. Автор называет Пивоварова беспощадным бандитом, который подавлял авторитет правильных воров, переезжая с группой головорезов из лагеря в лагерь. Все злодеяния сходили преступнику с рук, ведь он пользовался поддержкой правоохранительных органов. Салавар со своими друзьями убивал криминальных авторитетов, считавших суками всех воров-фронтовиков. Так он подчистил Воркуту, Норильск и колымские лагеря. Правда, умереть своей смертью Василию Пивоварову не удалось. Его зарезали в Караганде в 1950 году. Вор в законе Кутузов, он же Василий Григин, тоже храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 году, будучи в звании сержанта, получил золотую звезду Героя Советского Союза за личное мужество, проявленное в ходе форсирования реки Дунай. Тогда к Василию Григину и прилипла его кличка, ведь во время переправы сержант лишился глаза. Преступная карьера Кутузова началась уже после войны. Он впервые оказался в местах лишения свободы в 1947 году за злостное хулиганство. Потом были еще 9 приговоров и ходок за колючую проволоку. Последнее случилось, когда вору уже перевалило за 60. В 1962 году Василия короновали. В качестве смотрящего он получил Алтайский край. Интересно, что законником Кутузов стал лишь после того, как государственные органы лишили его звания Героя Советского Союза за все совершенные преступления. В 1991 году вор, которому перевалило за 70 лет, вступил в драку с молодыми бандитами-беспредельщиками, нарушившими законы криминального мира. От полученного ножевого ранения Кутузов скончался. Вот такими непростыми оказались послевоенные судьбы воров в законе, которые героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками. На этом у меня все. Если видео было для вас интересным, не раздумывая, ставьте лайки и не забывайте подписаться. И как всегда, спасибо за просмотр.